Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро, что случится в ближайшие 10 дней. Настраивайтесь на свой отрезок или промежуток времени, на свою ситуацию, на своего мужчину, женщину. Это универсальный расклад не только на отношения, но и на события. К чему быть готовым? По сути, это будут подсказки высших сил, знаки судьбы, послания, предупреждения, чтобы вы могли как-то сопоставить ваше внутреннее состояние с обстоятельствами и, возможно, поступить так или иначе в преддверии каких-то событий в вашей личной жизни. Окей. Так, давайте посмотрим, что у вас сейчас происходит в вашей жизни. Смотрите, на вас влияет очень сильная энергия света, энергия богов и энергия высших сил. Но вы под властью этих сил, и они светлые. В принципе, и вами движет мужчина, авторитет и попытка что-то доказать. Также на вас могут влиять очень сильно власти как таковые. Поэтому, по сути, ситуация требует прояснения в связи с применением и вашей силы, и обстоятельств, которым вы подвластны, но вы можете как-то с ними взаимодействовать, с этими обстоятельствами. Поэтому ситуация требует от вас и ваших сил, и взаимодействия с другими силами. Пока что ситуацию нужно прояснять, да, как минимум. Давайте дальше. Знаете, у вас еще такая ситуация, что вам должно открыться какое-то знание, какая-то информация, и она вас чему-то должна научить. То есть высшие силы готовят вам эту информацию, которая вас чему-то должна, как-то, может быть, повлиять на вас, трансформировать вас, открыть не только знания, но и, возможно, какие-то возможности, способности. Центральная карта о партнерстве руна Геба выпадает. У Геба у нас не только партнерство и слияние, или какие-то сделки. Здесь принятие. То есть, по сути, высшие силы дают или ведут вас путем знания, которое вы должны принять. Это знание может касаться лично вас, вашего партнера, каких-то документов, каких-то обстоятельств, какого-то взаимодействия с государством, с высшими мира сего. У вас вообще в поле какой-то очень важный человек, значимый человек, который будет влиять на вас, да, то есть это может быть какой-то государственный муж, чиновник или просто мужчина или женщина, которая имеет власть над вами. Поэтому вам должна открыться информация о человеке или об обстоятельствах, связанных с властным человеком или с властью вообще вокруг вас. И вам придется принять эту информацию, вам придется идти на компромисс. Нужно, да, вот это мы смотрим сейчас пока что происходит, да, вы должны согласиться с чем-то. По сути, у вас такая ситуация, что вы должны узнать о какой-то сделке. Смотрите, это принятие, оно нелегкое. Руна Турисас, и по сути от того, как вы примете эту ситуацию, да, эту сделку, или это знание, или этого человека, или эти обстоятельства высших сил, зависит ваша дальнейшая жизнь. То есть вы стоите на пороге в ближайшее, вот это время, которое вы загадали, вы стоите на пороге судьбоносных событий, в результате которых путем принятия и сделки, соглашения или не соглашения, вам придется, возможно, даже поменять свою жизнь. И вам придется делать осознанный выбор. Именно осознанный. И давайте еще посмотрим. И смотрите, здесь руна Перт, и у вас вообще открывается новая судьба. Вы в ближайшее вот это время, которое для себя загадали, вы переродитесь, вы перерождаетесь. С чем это может быть связано? Во-первых, вам может открыться новая перспектива в жизни, это раз. У вас могут возникнуть новые планы, то есть новый договор,
вы на кону, да, вот этого всего, вот это в вашем поле все крутится, да. Может открыться тайна партнера вашего, и вы даже можете посвятить в свои планы, или вас может кто-то посвятить в свои планы на будущее. Вот интересно. Как минимум здесь, смотрите, яркая мужская руна и темная, да, руна женская. Вот мужчина и женщина могут договориться в ближайшее время. Ну, вообще это мы смотрим на здесь и сейчас, то как минимум вам нужно договариваться. Ваше эго, если речь идет об отношениях, ваше эго должны как-то объединяться, ну не объединяться и не сливаться, как-то находить какие-то точки соприкосновения путем информации. То есть вам нужно будет очень много говорить, общаться, окей? Что здесь еще можно добавить? Вам нужно не молчать, имейте в виду. Вот здесь открытие тайны, а здесь ораторское искусство как таковое, говорить вот по этой руне. Поэтому вам нужно договариваться для того, чтобы ваша жизнь либо кардинально изменилась, ну и это было для вас хорошо, да, или не менялось, чтобы тоже было хорошо. Но у вас есть врата в новую жизнь, поэтому в зависимости от того, как вы договоритесь, вы пройдете эти врата или не пройдете, ну это уже как бы все зависит от вашего ораторского искусства. В ближайшее время вам может открыться тайна о женщине, особенно у мужчине откроется тайна для женщины. И в ближайшее время какой-то мужчина может открыть тайну женщине и свои планы поведать женщине на будущее. Это все в вашем поле и может быть, вполне может быть частью вашей реальности, о которой вы сейчас рассуждаете, думаете и так далее, да, в которой вы взаимодействуете. Хорошо, давайте посмотрим. Вот этот мужчина и эти высшие силы, которые у нас первые выпали, да, или это власть, да, это сила, она какая для вас? Или что это за мужчина, он какой для вас? Или что это за власть, да, ну, в общем, хорошая, нехорошая, с какой энергией эта энергия, да, вот даже как бы углубимся в эту энергетику. Ну, она, во-первых, тайная, скрытая, то есть здесь действительно мужчина может открыть какую-то информацию, появиться вдруг, да, для общения. Но она, во-первых, скрытая, это сила, то есть вы об этой силе, об этой власти не знаете, то есть эта власть, по сути, она как бы, эта власть не в вашей власти, понимаете, да, то есть она действует тайно, она действует тихо, и она действует скрыто и мягко, такая, да, как вырвалась у меня. То есть, по сути, вы эту силу или качество этой силы чувствуете интуитивно. Если это мужчина, то вы его интуитивно понимаете, он мягкий, скрытный, хотя и достаточно властный. Поняли, да? То есть, если вы, допустим, вас преследует государство, то оно будет это делать тайно или так, что вы не догадаетесь. И вдруг оно появится, да? Вы можете в ближайшее время получить даже какое-то извещение. Но вы об этом пока еще не знаете, но предчувствуете, понимаете? Окей, давайте посмотрим. Здесь открывается какая-то информация по руне Ос. И опять-таки рядом боги. Да? Вот давайте, какую информацию хотят передать вам высшие силы именно вот в связи с этой обстановкой пока что. Ну, руна хорошая. В принципе, да, то есть очень часто, кстати, Кано свидетельствует о приворотах. Ну, мы сегодня не на магию гадаем. Смотрите, какую информацию дают вам высшие силы. Они вам дают информацию об информации, как ни странно, потому что Кано — это огонь, который дарит информацию, да, как бы просвещает. То есть, по сути, высшие силы дадут вам информацию о знании. Слышите, да? Ну, тут совпадение идет немножко, пока как бы тавтология, да, одно на другое. То есть масло масляное накладывается. Но, тем не менее, высшие силы хотят вам передать нужную, важную для вас информацию, которая откроет вам глаза и даст вам
возможность, во-первых, созидать, то есть не ухудшить ситуацию вашу, да, то есть они вам, эти высшие силы, информация это и помогают. Даже то, что вы узнаете здесь, или от этого человека, или от мужчины, или от женщины, или от вашего близкого окружения, да, то это, ну, как бы это не будет для вас хуже, да, понимаете? Ну и здесь может быть для того, чтобы вы где-то пробудили в себе огонь страсти и желание жить дальше, поскольку Кана все-таки это еще и некий такой азарт, да, иногда связано, кстати, с азартными играми, иногда эта карта, но здесь она не о вовлечении во что-то плохое, а о возбуждении чего-то, пробуждении чего-то хорошего, то есть эта информация все равно вам поможет, и это знание все равно вас укрепит. Хорошо, давайте смотрите, что это мы смотрим, на что важно обратить внимание в вашем поле пока что. На что указывает руна Геба, которая намекает как бы на партнерство, сделку, да? Какие энергии вокруг этих обстоятельств в связи с партнерством и сделкой вашей? Прекрасная руна Беркана здесь, и в этой колоде их две, да? Одна детская, другая материнская. Смотрите, сделка должна для вас быть выгодной, принесет вам рост. Поэтому в ближайшее время, особенно если будет растущая луна, ну, я не знаю, когда вы смотрите, в какой промежуток времени, может сегодня, а может уже через время, да, подгадайте под растущую луну, можно делать сделки, продавать, заключать, покупать, да, ну, покупать желательно на убывающую луну, но там тоже смотря что, да, то есть смотрите, на растущую луну у вас будет хорошо реализовываться сделки именно сделки, то есть соглашения, союзы. Поэтому вот эта вот сделка, она вам выгодна. Вот это вот я хочу до вас донести. Также в ближайшее время вам, возможно, придется принять решение об исцелении. Может быть, это исцеление, ну, лечение, исцеление и выздоровление. Может быть, это об отношениях. А может быть, вам придется принимать решение делать операцию, не делать операцию, да, вот проходить через вот эти ворота руны Тор, то есть прилагать ли усилия к своей целостности. Исцеление – это путь к целостности, услышьте это. Поэтому, и вот на что я хочу обратить внимание, это принятие исцеления, принятие решения, вот оно свыше вам идет, и оно вам поможет выздороветь, улучшить какую-то ситуацию, договориться, приумножить богатство, руна Беркана о росте. Может быть, у вас будет какая-то инвестиция хорошая в нужном направлении. И это все важно. То есть принятие решения об исцелении или целостности вам принесет успех. Ну и женская энергия в ближайшее время вам может и будет покровительствовать. Это тоже немаловажно. Давайте сейчас посмотрим. Вот Тор, руна Тор. Она открывает врата. Причем при настойчивом вашем стуке или при настойчивом вашем движении. Да? То есть по руне Тор нужно приложить усилия. Да? Как минимум для объединения и получения этой тайны, да, скрытой информации. Вот давайте смотреть, как, чем, куда вы открываете эту дверь. Да? Вы знаете, вам важно, вот мы-то смотрим ситуацию, вам важно растопить лед какой-то и просто пробиться в другой мир. Просто у вас в ближайшее время вот есть такая приказка «або пан, або пропав», да, то есть вы пробиваетесь через лед, да, то есть проходите через лед, проходите через какой-то, ну, через тоннель ледяной, да, и вы, по сути, открываете себе дорогу. Эта дверь, вот эта дверь, о которой я здесь говорил, она наглухо закрыта, причем или залита льдом, или забетонирована, поэтому, может быть, вам придется по душам говорить с каким-то мужчиной, женщиной, договариваться по поводу чего-то, открывать дороги в будущее путем переговоров. Достучаться придется до чьей-то души. Вот это вот комбинация души. Возможно, вам придется где-то пробиваться через какие-то трудности, именно через трудную дорогу, да, как-то вот идти хладнокровно, интуитивно. То есть открыть эти двери и пройти.
вам для того, чтобы это сделать, нужно потратить много усилий, много энергии, чтобы растопить лед. То есть вы должны быть действительно горячим человеком при этом и контролировать свой огонь. То есть если вы будете с кем-то, ну, например, бороться, да, или доказывать что-то, то это нужно контролировать. То есть вот здесь вот по Кана у нас азарт. И вот важно, соло — это очень большая, сильная энергия, а Кана — это тоже огненная энергия и азарт при этом. То есть как будто бы вас будет подначивать. Так вот вам важно как бы беречь, контролировать эту энергию, чтобы не прогореть сильно, быстро, да, и не сказать, или не сказать себе: ой, я не смогу это. Или наоборот не ухудшить ситуацию, где, ну, вы вспыльчивы, ваше эго всполыхнет, а на ваше эго есть некая другая власть, которую вы не контролируете, да, и другое эго или власть может оказаться сильнее вас, и тогда, ну, вас может, если не остановить, то отбросить существенно назад, или лишить прибыли, или вы не получите свои выгоды. Поэтому вот здесь вот этот вот совет, подсказка, да. Окей. Ну и давайте, то есть, все-таки я заключение сделаю по вот этой, по арке. Смотрите, здесь эта энергия требует от вас концентрации силы и спокойствия. Все. И интуиции. Постоянная интуиция. Но не инстинкты. Не путайте интуицию с инстинктами. Что инстинкты, сперва идут инстинкты, потом интуиция, а потом разум идет, да, то есть вот если взять структуру, да, то на первом уровне инстинкт, потом интуиция, потом разум. Слышите, то есть вам в инстинкт нельзя. Окей, хорошо, давайте посмотрим. Вот открывается как бы новая судьба, и раскрываются какие-то новые планы, да, ну, благодаря чему, например, да. Но откроются они благодаря вашему уму. Видите, все-таки третья ступень будет задействована, ваш интеллект. Вы додумаетесь, вы сможете договориться, додуматься, и это будет сделано легко все-таки. То есть вы приложите силы. Вам будет казаться сейчас, что это тяжело. Вы, может быть, и будете делать это трудно, прилагая усилия, но в конечном итоге это будет не так тяжело, как вам показалось изначально. Вот. И вам придется в буквальном или в прямом смысле слова договариваться за свою судьбу в ближайшее время. Здесь коммуникабельность, стихия воздуха, легкость. То есть у вас будет встреча или общение и договоренность, и важно, чтобы она проходила легко. То есть подготовьтесь к ней. Может быть, вам придется даже тяжело готовиться, может быть, зажечь много свечей, здесь огонь, чтобы лед потек, да. То есть где-то, может быть, вам придется достучаться до души, до разума вашего оппонента или собеседника. И, возможно, вы даже и растопите лед і кажете, крига скресне і попливе, да, то есть лед тронется и потечет дальше. Окей. Добре. Давайте дальше. Давайте посмотрим теперь, какую тайну может открыть мужчина или высшие силы хотят открыть вам в ближайшие 10 дней. Какую тайну хотят открыть вам высшие силы в ближайшие 10 дней? Ну, это тайна о шестерке пентаклей, а 6 пентаклей у нас всегда покровительство, да, то есть тайну защиты, тайну взаимопомощи, и высшие силы готовят вам помощника в лице властного, сильного человека, который поможет вам или материально, или финансово, и вы как минимум сможете или не потерять что-то, или найти больше, нежели вы рассчитываете, как минимум в деньгах и во взаимопомощи, окей? Ну и напишите в комментарии, что вы чувствуете по поводу этой карты и как вам нравится эта помощь в виде 6 пентаклей. Ну, здесь вы сможете как минимум в ближайшее время или правильно вложить, или правильно забрать, ну или решить вопрос с финансами и распределить финансово-энергетические свои усилия. То есть, ну, по сути, как высшие силы, какую вам открывают тайну, да,
тайну, как поступить с деньгами и помощником вашим, да, и это будет для вас очень хорошо, то есть это очень хорошая карта позитивная, то есть в ближайшее время получите помощь и правильно распределите или получите то, на что рассчитываете в материальном аспекте и в физическом, окей? Ну, в физическом в плане силы помощи. Дальше, но может быть даже если вы считаете, что это вы в центре, то вам придется много помогать, но помните, что вся ваша помощь должна быть сделана тихо и незаметно тогда. Давайте теперь посмотрим ближайшие 10 дней. Есть некая энергия созидания или творения. Но вы о ней не знаете. Вот что вам надо будет сотворить в ближайшее время, по мнению высших сил. Это вас боги или духи будут подталкивать это сделать, сотворить, именно создать. А вам нужно создать защиту или укрепить защиту. 7 жезлов. То есть вам нужно создать такую зону комфорта, в хорошем смысле слова, где вас никто не будет доставать. Поэтому боги, духи говорят: защищайся. Может быть, это от власти, потому что здесь очень много власти. Может быть, от чужих интересов. Может быть, от огня, потому что огня тут достаточно много. Это 7 жезлов, на секундочку. Поэтому берегите себя от огня, идущего с небес, сверху, да. Ну и магическая тоже защита может быть вполне, что мы не исключаем здесь и магию, да, и силу духов, да, поэтому готовьтесь, да, может быть магическая атака, поэтому здесь и предупреждение. Вы ее, скорее всего, отразите хорошо, но качественно отразите, особенно если у вас защита стоит, вот, но вы ее почувствуете, эту атаку, окей? Давайте теперь еще посмотрим дальше. Вот эта комбинация, которая у нас идет по Геба, где есть партнерство, сделка, некое слияние чего-то, да. Вот слияние роста в вашем мире к чему приведет? Если вы что приведет к тому, что вы будете объединять усилия? Если вы решите объединить усилия и, например, приложить усилия или инвестировать куда-то, ну, например, в отношения или в банк, да, то есть вот вы примите решение, например, укреплять что-то, да, улучшать, да, дополнять энергию. К чему это приведет в ближайшем времени? Ну, смотрите, здесь король мечей бенефициаром, да, бенефициаром этого всего станет мужчина. То есть сливки снимет мужчина, власть. Поэтому, если вам это выгодно, то есть кто от этого выиграет, да, мужчина, власть и тот, кто умнее. Поэтому здесь, знаете, как ваша вот эта инвестиция, она должна быть тщательно вами продумана, как минимум, по этой карте. И с учетом того, что если вы женщина, то выигрывает мужчина, укрепляется мужчина. Ну а если вы мужчина, то, возможно, вы где-то потешите свое эго, станете сильнее, более мужественным, более решительным. То есть закалите в себе. Почему говорю закалите? Здесь Кана и здесь Солнце, да? И прямо вот меч этот закалится, то есть вы станете крепче. Поэтому это, ну, как бы сделка, и эта инвестиция, она будет на руку мужчине, и женщина здесь где-то будет более зависима в конце концов. Ну и здесь выигрывает власть, поэтому если вы инвестируете туда, по центральной этой оси, то власть вы в конечном итоге укрепляете. Чья это власть? Все-таки это больше власть власти, да, не ваша, и мужская власть. Ну, для женщины это невыгодное вложение, а для мужчины и для власти это вложение выгодное. В ближайшее время мужчине и женщине, возможно, придется договариваться и находить очень-очень такие скользкие моменты и пути компромисса с властными структурами. Может быть, даже уходить от преследования. Загадывайте желание, чтобы уход от преследования и инвестиции для вас стали успешными.
Итак, смотрите, что в ближайшее время станет тем ключом, которое растопит лед или откроет двери, да, вот что станет отмычкой от новой реальности. Или, ну, это как будто бы совет, что вам делать, не делать, да. Какой-то человек из прошлого, шестерка кубков, может вам помочь открывать эту дверь в реальность. Может появиться мужчина из прошлого, мужчина и женщина из прошлого может появиться. Но учитывая то, что ближе всего карта здесь женская все-таки, да, ну, с одной стороны женская, с другой мужская, то тут мужчина или женщина из прошлого поможет вам в ближайшем будущем открыть дверь в новую жизнь. Поэтому смотрите, если вы все время вспоминаете прошлое или отношения, или человека из прошлого, который вам чем-то мог помочь, возможно, обратясь к нему, вы растопите лед, и вода наконец-то потечет. Здесь Ларгус, а здесь лед. Здесь, знаете, вот нету течения, а вам это течение придется организовать. То есть уже есть некий канал, по которому может течь вода, да, то есть канал связи. А коммуникации нету, да, у вас проблема в том, что вы не говорите, да, то есть у вас нету общения. Так вот, человек из прошлого поможет понять вам, как наладить эту коммуникацию. Услышьте это. Посмотрите, какая прекрасная карта здесь. И напишите мне в комментариях, что вы чувствуете, когда видите эту карту. И как она резонирует с руной Туриса, с коридором, с Исой. И как она может, как прошлое отношение или прошлое общение, или человек из прошлого, с которым вы довольно тепло коммуницировали, может вам помочь. Хорошо. Давайте теперь посмотрим в ближайшие дни, вот эти 10 дней, что вы явите на свет, вот что появится нового в вашей жизни. Вот самое чудо, которое произойдет благодаря общению души, это душевная карта, и разума. А у вас так и получается, вы душой и разумом вам придется проговаривать новые артефакты реальности, которая еще не состоялась. Давайте посмотрим, что явится миру благодаря вашим усилиям. Что вы породите на свет нового, что вы получаете, прямо и будете это видеть. Или каким вы будете видеть новый мир. Готовы? Ой, смотрите, эта карта достаточно тревожная. Мир будет тревожный. Это мир новых, возможно, знаний. Что вы получите, это не материальное. Это все-таки больше знания. Но вы в конечном итоге получаете знания, как защищаться, отстаивать, бороться, добиваться и доказывать что-то. Как минимум вы поймете, как вам в ближайшее время вам придет именно знание. Вот эта вот руна, она здесь ключевая. Ну, Соло здесь в любом случае ключевая руна, но Ос Ансус, да, вот он знание. Он обрел знание, и он еще все равно волнуется. То есть вы как бы получите в новой жизни, а здесь ключи от новой жизни, в новой жизни понимание, каким образом вам отстаивать и защищать свою позицию. То есть, по сути, вы открываете двери в реальность достаточно, давайте я так скажу, тревожную. Но в этой новой тревожной реальности вы будете, во-первых, не беззащитны. Смотрите, у вас тут и защита, и мечи, и понимание. Вы будете знать, как себя защитить, знать, как отстоять свои права, там, уйти от обязанностей или воспользоваться обязанностями так, как надо. И вас ждет еще как бы продолжение коммуникации, но вы уже будете понимать, на каком языке говорить с новой реальностью, с новым мужчиной, с новой женщиной, с новым преподавателем. И вы будете понимать, что те усилия, которые вы прилагаете, чтобы в этой реальности что-то материализовать, у вас есть все необходимое, чтобы дальше это делать. То есть вы не безоружны, не беззащитны, не глупы. То есть у вас есть минимум. Поэтому по сути, а что вы получаете? Вроде бы я сказал, как ничего, воздух. Вы получаете то, что вы заберете с собой в новую реальность, те знания, которые имеете. И применив минимум этих знаний, сможете идти дальше. И вот какой будет ваш путь дальнейший. Давайте посмотрим. Каков будет ваш дальнейший путь? 3 карты. 1, 2,
3. Это мы заглянем уже за эти 10 дней, да, 10 в кавычках я говорю. Ну, это уже там месяцы, да, или годы на дальнее будущее. Смотрите, первая карта. Здесь королева Пентаклей. Это путь богатства. Это путь, знаете, семьи, но это больше, знаете, все-таки обеспеченности. То есть это будет путь не бедного человека, не бедствующего. То есть вы завоюете свое богатое пространство. Почему богатое? Не от слова богатство или деньги, а от слова Бог. То есть ваше эго, я вас предупреждаю, ваше эго сдуется. То есть вы уменьшитесь. А почему вы уменьшитесь? Вам придется проходить как иголка, иса это игла острая, через игольное ушко, как нитка, да, вот именно вот вы будете проходить, и чтобы пройти, просунуть, да, вот этот меч в замочную скважину или эту нить в игольное ушко, да, или вам в игольное ушко проскочить, вам нужно сдуть эго, то есть уменьшиться, сжаться, вот это будет трансформация ваша, и потом, благодаря минимуму, то есть материю вы на себя, вот когда вы будете сжиматься, вы материю на себя не возьмете. И благодаря этому минимуму вы войдете в новый мир. Поэтому это новый путь богатства, обеспеченности. И здесь есть и хозяйство, и недвижимость. Поэтому здесь, если вы идете путем, там, допустим, переезда, покупки квартиры и так далее, у вас все будет ок. Почему? А потому что вы смогли сжаться, да, сжать эго. А деформация эго, она полезна. Она идет и путем психологического воздействия окружающей среды и путем магического в том числе. А здесь молодой маг, да, маг-подросток, да, который знает, как это делать теперь. Да. Вторая карта. Здесь семерка мечей. Семерка мечей это необычное что-то, но еще и какие-то потери. То есть каким путем вы пойдете? Да, вы что-то будете терять, но помните о том, что не теряет тот, кто не находит. Поэтому, как говорится, как на войне не без потерь, так и здесь, ну, к сожалению, в вашей жизни будут еще и потери, и будут обретения, да, то есть для того, чтобы что-то найти, нужно что-то потерять, то есть у вас будет активный обмен, и будьте осторожны на новом пути, ну, вас могут просто обокрасть, да, поэтому, ну, учитывая то, что у вас с собой много не будет чего, ну, вы рискуете остаться без ничего вообще. Услышьте это тоже. Особенно женщины услышьте. И услышьте женщины, которые претендуют на все. Вместо все или ничего. И вместо того, чтобы найти какую-то середину. Вот здесь важно вот эти два момента. Ну и последняя карта. Все-таки в конечном итоге здесь королева жезлов. Ну, смотрите. Начинаем мы с магии и волшебства мужского, а заканчиваем таким же самым аспектом, только мужским. Это королева жезлов, это тот же король, только женского пола. Да, тоже солнечный. Смотрите, или светлый. Здесь этот путь весь, он божественный путь мага или ведьмы. По сути, в конце и в дальнем будущем. Только благодаря тому, что вы научитесь регулировать свое эго и управлять энергиями мужской составляющей и женской составляющей, вы в конечном итоге сможете при минимальных потерях, это потери здесь, да, добиться качественного, грамотного управления своей реальностью. У вас все получится, и помните о том, что на вашем пути будут не только материя или какие-то реальные предметы, да, но и настоящая мужская и женская магия. Вам предстоит встретиться, возможно, с какой-то даже ведьмой в дальнем будущем. Это ведьма. И, может быть, открыть эту ведьму в себе или этого ведьмака в себе, да. Но в конечном итоге, потеряв то, что не нужно вам, вы обретете ту энергию, которая по-настоящему создаст новую, именно вашу реальність, от которой ви будете получать радость і удовольствие і щастя в своїй житті. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас. Допомагайте силам світла нищити сили темряви. І все буде добре. От побачите. Па-па.